Друзья, всем привет, и мы начинаем наш следующий выпуск «Мозг Инсайдер». Дорогие друзья, если вы еще не знаете, нас уже 400 тысяч, и мы выросли на 100 тысяч человек всего лишь за один месяц. Мы сверим результаты в следующем месяце, а пока расскажите о моем канале всем своим друзьям и знакомым. Это очень важно, чтобы мы росли быстро вместе с вами. Дорогие друзья, наконец-то вышел мой первый выпуск Мозг Шоу. Бегом смотреть, потому что это очень важное событие. Там у меня самые важные люди, гениальные гости. Смотрим до конца, обязательно подписываемся, ставим лайки и комментируем. Но самое основное, не забудьте рассказать об этом шоу всем своим друзьям и близким. Дорогие друзья, я хочу сообщить о том, что Apple выпустил новую линейку MacBook Pro на процессорах M5 и M5 Max. А что это значит? Что нам нужно всем бегом бежать и обновляться, потому что новые процессоры на чипе M5 Pro в 4 раза быстрее, чем все предыдущие версии, которые работали с искусственным интеллектом. Они в целом быстрее на 30%, но потому что мы двигаемся в эпоху искусственного интеллекта, и все мои подписчики, которые находятся на этом канале, точно следят за искусственным интеллектом. Теперь мы можем запускать эти модели у себя на компьютере, настоящие LLM-модели. Там очень быстрая оперативная память, что необходимо для искусственного интеллекта работать в условиях домашних. Поэтому я всем рекомендую обновляться прямо сейчас. Уверен, что цены еще вырастут, и ажиотаж на этот компьютер будет очень большой. Делайте свои предзаказы, это не реклама, это реально очень мощный компьютер, а я также бегу делать мой первый заказ. Дорогие друзья, также процессоры M5 и M4 уже приходят на таблеты, и Apple также их уже внедряет. Посмотрите новые линейки продуктов. Я рекомендую вам самим обратить на это внимание, найти какие-то ролики, если вы пользуетесь таблетами. Наверное, вам это интересно. Пока в мире искусственного интеллекта это не особо большая новость. Но другая новость, она более важная. У Apple вышел новый телефон, который стоит теперь $599. Что это значит? Это говорит о том, что Apple захватывает рынок искусственного интеллекта, продавая оборудование для искусственного интеллекта намного дешевле, чем свои конкуренты. Мы возьмем компанию Samsung и компанию Google, у которых уже встроен искусственный интеллект. Apple решил захватывать рынок именно устройствами, железом. Поэтому обращайте на это внимание. Apple действительно на сегодняшний день обладает самыми лучшими устройствами, которые вы можете купить уже у себя в домашнем использовании. И это на самом деле является основополагающим, потому что мы, скорее всего, будем использовать искусственный интеллект дома. И нам нужны устройства, которые работают дома, потому что мы не можем платить тысячи, десятки тысяч долларов за эти токены. Цены на самом деле растут на эти токены. Хотя нам говорят, что они снижаются, на самом деле нет. Вы больше этих токенов теперь пользуете, вы больше пользуетесь искусственным интеллектом, и на всех токенов не хватит. Поэтому, ребят, я советую обратить внимание на устройства Apple и купить их, пока они по хорошей цене. Я уверен, что цена на эти устройства будет очень сильно расти. Друзья, смотрим прямо сейчас ролик, который я вам показываю. Это безумие. Китай вышел вперед по роботам. Они выпустили вирусное видео, где танцуют роботы кунг-фу вместе с детьми, с другими людьми, там взрослые. Ребят, это просто бомба. Я вам даю возможность посмотреть короткий эпизод. Найдите обязательно видео на YouTube и его посмотрите. Это просто бомба. Мы реально перешли на новый этап. Китай молодец. Это очень круто. Я просто был удивлен. Я пересматривал видео несколько раз и не мог поверить своим глазам. Сначала я подумал, что это сгенерировала какая-то нейросетка. На самом деле нет, ребята, это реально правда. Смотрим и следим. Кто займет лидирующую позицию не в искусственном интеллекте, а именно в робототехнике, потому что следующий этап — это робототехника. А тем временем у нас очень много людей, которые реально общаются с искусственным интеллектом на постоянной основе ежедневно. И появляются такие кейсы, что уже есть психологи, которые лечат от зависимости от искусственного интеллекта. Ребят, я думаю, это пока еще очень рано об этом сообщать. Искусственный интеллект не такой глупый. И он действительно, когда вы долго с ним разговариваете, он может попросить вас взять паузу. Поэтому вот такого рода новости
я считаю, нужно смотреть аккуратно. Я о них сообщаю. Такие кейсы уже существуют не в массовом характере. Никогда не общайтесь с псевдопсихологами, людьми, которые только закончили курсы на психологии. У человека должно быть высшее образование, серьезный опыт работы медицинский. Все остальное — это хайп, и не нужно на это обращать большое внимание. Но, так как эта новость уже пошла в большие СМИ, я решил вам о ней сообщить. Решайте сами, нужен вам психолог от искусственного интеллекта, либо нет. Мне пока он точно не понадобится. Ну, а у нас уже врачи тоже в панике, потому что ChatGPT запускает свои health-модели. OpenAI, Google и все остальные компании, которые занимаются искусственным интеллектом, решили покорить следующую индустрию. А это, конечно же, медицина, где больше всего денег, больше всего проблем, различных протоколов, и искусственный интеллект там справляется просто на ура. Я думаю, что они совершат серьезный прогресс, и медицина, как искусственный интеллект, за то, что наш канал все время борется, будет для людей доступен. Возможно, бесплатно, возможно, с маленькой какой-то стоимостью. Но, ребят, молодцы, я только поддерживаю такие новости. Чем больше крутых технологий в сфере медицины, мы, скорее всего, уже сможем скоро победить серьезные болезни. Поэтому я на самом деле не в панике, и мир тоже не должен быть в панике. Это естественное развитие событий. А я буду наблюдать за этой индустрией очень пристально. Дорогие друзья, проблема дипфейков уже вышла на новый уровень, и самое главное, что она уже добралась до Индии и США. Избирателям, политики звонят прямо на телефоны, они хотят, чтобы за них голосовали. И на самом деле таких уже кейсов больше 50 миллионов. Мы действительно находимся в эру дипфейков, и защитить мы сможем только себя сами. Поэтому, ребят, смотрим мы выпуск до конца, я расскажу мой инсайт, как это уже можно сделать сегодня. А, к сожалению, вот такого рода технологии, как дипфейки, уже существуют, и они продолжают расти и захватывать мир. Долгожданная новость от Гугла. Они теперь встроили вместе с Samsung приятную, очень классную фишку. Можно теперь AI пользоваться вашим телефоном с помощью голоса. Вы можете заказать еду, такси и все остальное. Эта технология вот буквально выйдет в скором времени. Кто-то ее уже пробует, но я думал, что Apple все-таки будет первым. Я думаю, что Apple будет догонять, но Google и Samsung тут ребят опередили. Поэтому нам не нужны приложения, в App Store теперь. Зачем нам это все нужно? Нам нужен только искусственный интеллект, который умеет грамотно, умно заказывать нужные товары. Ну, а мы смотрим наши новости дальше. Ну, конечно же, все уже давно знают, что интернет терпит крах. И теперь такие компании, как OpenAI и уже Google, внедряют рекламу к нам прямо в искусственный интеллект. Эта реклама стоит в 20 раз дороже. Поэтому, ребят, конечно же, эта новость затрагивает всех, у кого-то есть бизнеса, кто-то уже посоздавал свои сайты, нагнал трафик, сейчас он буквально превращается в ничто. 94% пользователей уже не хотят переходить по ссылкам. Искусственный интеллект этого им уже не позволяет или просто их отучил. Смотрите мои предыдущие выпуски, мы очень подробно разбираем эту тему с моими гостями, гениальными гостями, почему это происходит и что еще будет дальше происходить. Это я еще предсказывал в прошлом году. Друзья, следующая новость — это про Grok. Grok взорвал интернет. У него сработал черный пиар. Теперь у них 17% рынка. Да, OpenAI еще удерживает 60%, но они выросли за месяц с 2-3% до 17%, и они продолжают это делать. Более того, Grok запустил очень интересные сервисы, и один из них, который очень важен для вас. Он создал такую модель, в которой общаются 3, 4, 5 и 6 и больше так называемых моделей, и они выдают вам какой-то ответ. Скорее всего, этот ответ касается как вашей работы, но количество галлюцинаций снизилось на 65%. Их и так вообще уже стало мизерное количество. Но сейчас эта технология набирает свои обороты. Ранее люди должны были покупать подобные сервисы и компании у других компаний. Grok уже это выпустил.
В принципе, они делают правильно. Это их бизнес, они защищают свою территорию. Маск, круто, давай быстрее выпускай свои новые фичи прямо с моделями. Я хочу их реально попробовать. Дорогие друзья, а в ночь на китайский Новый год компания ByteDance выпустила новую видеомодель. Она взорвала интернет. Там 2 миллиарда уже запросов, 100 миллионов пользователей. Она продолжает набирать популярность. Это очень крутой продукт. Китай продолжает нас радовать. Я всем советую попробовать, посмотреть. Это очень серьезный уровень, которого мы раньше не видели от компании TikTok. Я их поздравляю. Очень классная новость. Тоже, как ни Китай, снова нас порадует. Такие компании, как Alibaba, они создали самое важное — купоны, раздали сотни миллионов долларов людям, которые хотят делать заказы через агентов. По сути дела, это подтверждение моей предыдущей новости, что мы ушли от эпохи веб-сайтов, теперь все заказывают через агентов. И кто, как не маркетплейсы, решили захватить этот рынок. Очень интересная новость. Там действительно большое количество людей, кто уже подписались на эти сервисы, уже сделали свои заказы. Теперь агенты нас помогают и нас поддерживают на маркетплейсах. Они помогают нам заказывать продукты, а мы получаем очень хорошие скидки. Дорогие друзья, новость от Claude. Они выпустили такую технологию, она называется Claude Work. Что она делает? Она делает те вещи, которые вы в офисе делаете уже постоянно. Либо покупаете посторонние продукты, там скопировать что-то из Excel в PowerPoint, пользуете какие-то плагины. Она может делать намного больше. Самое интересное, она бесплатная. Это убило рынок на 300 миллиардов. 300 миллиардов долларов ущерб рынка от этой технологии. В чем смысл? Теперь эта технология бесплатна. Вы можете ее пользовать у себя в компании. Те сервисы, подписки, которыми мы раньше пользовались, уже не нужны. Она реально заменяет огромное количество продуктов. Пока ущерб 300 миллиардов. Я уверен, там будет 2, 3, 4, 5 триллионов долларов. Поэтому AI захватывает мир. Давайте за этим наблюдать. Ну а компания Claude круто, молодцы. Я очень рад, что есть бесплатные продукты и люди могут ими пользоваться. Друзья, есть такая технология, называется Moldbook. Это социальная сеть для искусственного интеллекта. Я не знаю, зачем она нужна, она собрала большое количество людей, но на самом деле там люди не общаются, там общается искусственный интеллект друг с другом. Я не знаю, для чего это нужно, мне кажется, это утопическая технология, но я могу ошибаться, да? Любой человек может ошибаться. Давайте за ней посмотрим. Она быстро очень растет, большое количество новых скачиваний. Я не знаю, к чему это приведет. Я вам о ней рассказываю, потому что она сейчас у нас в тренде. Может быть, она заслуживает вашего внимания. Пока применению я лично этому не нашел. Но если я найду, я обычно об этом всегда рассказываю в своих Мозг Инсайдер выпусках. Дорогие друзья, а вот теперь самое интересное. Компания Anthropic выходит в лидеры. Правительство США сказало, что не хочет, чтобы использовали такие структуры, как Пентагон и все остальные продукты компании Anthropic. Лишь потому, что компания Anthropic запретила использовать какие-то персональные данные или использовать свою технологию для каких-то не очень хороших целей. Я не знаю, что они имели в виду. Вышла эта новость на следующий день. Это приложение увеличилось в количестве закачек на App Store. Да? Проследите за этой новостью. Люди сейчас выбирают добрые технологии. AI хочет быть добрым. И этот тренд на самом деле только это и показал. Это показал наш канал, что мы хотим, чтобы AI развивался только в хорошем ключе, чтобы он приносил пользу, а не вред. Если компания Anthropic действительно за вот такие вот технологии, у них такая вот культура, я реально ее поздравляю с этим большим успехом. Я понимаю, что другие компании OpenAI и Google находятся немного на другой стадии. Компания Anthropic все-таки от них отстает, если говорить объективно. Но, ребят, на самом деле эти технологии еще новые, мы много чего еще в будущем увидим. Ну а самое главное, это новость про добро. Это про то, что делает наш канал. Добро нашим пользователям. Дорогие друзья, кто досмотрел до конца, эта новость для вас. Вы наверняка ее ждали. OpenClaw. Я о ней не рассказывал по одной простой причине, что я не знал, что если эта технология вообще выживет, сможет ли она какую-то довести популярность. Она интересная. Что она позволяет делать? Вы
запускаете ее у себя на локальном компьютере, и он всю работу делает за вас. Открывает сайты, пользуется приложениями, может вам сделать какую-то картинку. Вообще он может делать многое. И сейчас технология активно развивается. Проблема здесь одна. У вас есть цена токенов, которые вы должны потратить, а она не маленькая. Многие уже сказали, что тратят по 1000, по 2, по 4, по 5, по 10, по 100 тысяч долларов на эти токены, но, скорее всего, они получают очень хороший результат. Другая группа людей говорит, а зачем нам тратить деньги на эти токены? Давайте купим дорогущий MacBook Studio, где 512 гигабайт оперативной памяти, запустим модель, кстати, очень хорошая модель K2, и пускай эта модель работает день и ночь. Поэтому продажи MacBook Studio взлетели вверх, продажи MacBook Mini взлетели вверх. Их уже теперь тяжело действительно найти. Люди устанавливают OpenClaw у себя дома, также покупают MacBook Studio, чтобы установить там LLM-ку более серьезную, и они теперь делают достаточно серьезную работу. Мое предположение, такие технологии могут захватить, в принципе, все индустрии уже в ближайшее время. Можно из коробки создать 10, 15, 20, 100 таких компьютеров-роботов, которые будут выполнять работу, которую ранее делали в офисе. Если вы не смотрели мой предыдущий выпуск, обязательно его посмотрите, потому что я рассказывал о том, что офисные работы в скором времени умрут. Вот, ребята, прямое тому подтверждение. Компания OpenClaw. Друзья, я расскажу о рынке крипте и как крипта интегрируется в искусственный интеллект. У меня будет большое интервью. Я буду рассказывать про крипту, про отношения, почему эта технология хороша либо плоха в скором времени. Ребят, подписывайтесь обязательно. Но что теперь можно делать? Появились так называемые смарт-контракты, да, для наших технарей. Это позволяет теперь делать покупки с помощью искусственного интеллекта, в принципе, уже в автоматическом режиме. А я не думаю, что это прям какая-то гигантская новость. Это можно было делать и раньше, можно было создать агента, то же самое использовать OpenClaw, но появляется уже интеграция в криптовалюты. Ну, я думаю, что это только начало, мы увидим все больше и больше подобных интеграций. Ну, а причины, почему крипта и искусственный интеллект вместе не будут дружить никогда, и это, в принципе, невозможно, я расскажу в своем интервью. Опять подтверждение моих предыдущих предсказаний, которые случились еще в моем самом первом выпуске, да и в прошлом году. Компания Grok выпустила, конечно же, новую модель 4.2. Эта модель позволяет заниматься трейдингом. И самое главное, люди на этой модели перестали терять деньги. Она реально выигрывает на фондовых рынках. Как я уже говорил, опять большое количество компаний просто исчезло и умерло. Нам теперь уже не нужны эти компании. Нам вообще, в принципе, нужен только хороший искусственный интеллект, хорошие промпты, хорошие встроенные прямо вовнутрь эти агенты. Эти агенты должны на самом деле нас, как сказать, оберегать, я бы сказал, помогать нам. Но посторонние компании, которые изобретают агентов, в первую очередь, ребята, это очень ранняя стадия. Доверять этим компаниям просто невозможно. Они сами не знают, что они делают, потому что сам искусственный интеллект до конца не изучен. Но когда это делает Илон Маск, я думаю, мое доверие к этой технологии вырастет. Я обязательно ее попробую. Если вам интересен какой-то курс по этой теме, обязательно напишите комментарий. Очередная новость для моих любимых технарей. Ребят, ну, конечно же, вы скрепаете интернет для того, чтобы получить данные, базы данных каких-то компаний. Они выкладывают это в интернет. Но вот вам уже первая причина. Компании уже судятся с Гуглом, они судятся с другими компаниями за то, что их данные используются в так называемых третьих продуктах, где они не давали к этому доступ. Это только начинается. Это я тоже предвидел. Смотрите мои предыдущие выпуски. Дальше больше. Как только компании будут понимать, что их данные несанкционированно используются в тех либо иных технологиях, эти компании будут получать судебные иски, и эти иски будут на миллионы и миллиарды долларов. Долгожданная новость от Adobe. Я ждал ее очень давно. Потому что у людей существует выбор, какими технологиями пользоваться. Я лично выбираю технологии, которые уже внедряют искусственный интеллект. И, в принципе, Adobe не так
активно это делал. У него есть неплохие продукты, но активности было достаточно мало по сравнению с другими гигантами. Теперь Adobe полностью перестроился на искусственный интеллект. Он начинает закрывать департаменты. Один из них — это департамент продукта Animate. И теперь люди полностью переходят на создание искусственного интеллекта внутри продуктов Adobe. Это очень логично. Adobe, пожалуйста, уже начните это встраивать. Вы реально отстаиваете. Реально ваши продукты очень крутые, и мы ждем очень хороших интеграций. Нам нужен искусственный интеллект в Adobe Photoshop, в Adobe Premiere, в Adobe Animate и во многих других продуктах. Ребят, нам это нужно. Начните наконец-то делать свою работу на том уровне, на котором мы ожидаем. Мы поздравляем вас с этой новостью и ждем очень крутых новостей от компании Adobe. Ребят, наконец-то моя любимая рубрика «Мозг Инсайдер». Здесь я даю инсайды, очень важные советы, что нужно уже сейчас делать в эпоху искусственного интеллекта, чтобы не остаться за бортом. Мой первый инсайд. Ребята, если вы еще не пользовались никогда искусственным интеллектом и именно продуктом OpenClaw, бегом его пользовать. Это реально крутая штука, его надо изучать. Клонов будет еще много, но прецедент уже здесь. Мы реально переходим в сферу автономных искусственных машин, которые будут стоять у вас дома, вы только голосом сможете управлять, там включи фильм, включи музыку, выключи свет. Это абсолютно ваша система, никто к ней не имеет доступ, хоть завтра выключится интернет, она будет продолжать у вас работать. Бегом тестировать, бегом смотреть. Это, классная новость. Я всех советую не просто протестировать компанию OpenClaw и его продукты, а посмотреть еще и конкурентов, потому что там также есть интересные новшества. Напишите о том, как вы используете эти продукты в комментариях. Если у вас есть классные туториалы, также присылайте свои линки. Я буду выкладывать на своем портале, либо на моем YouTube-канале. Поэтому, ребят, пользуем OpenClaw. Давайте смотреть дальше. Дорогие друзья, мой следующий инсайт для тех, кто сейчас пытается инвестировать в IT-продукты, где встроен искусственный интеллект. Прекратите это делать. Компания Grok уже это доказала. Нет смысла создавать своих агентов. Это их бизнес, это их поле. Именно так должны создаваться крутейшие агенты, прямо встроенные в эти модели. Тот, кто вам предлагает подобные сервисы, я напишу там мультимодальную систему, либо мультиагентную систему, где они будут пользоваться и выполнять некую задачу. Ребята, это чушь. Она долго не проживет. Там нет value ни на год, ни на 2, ни на 3. Подобные сервисы скоро можно будет просто заинсталлировать бесплатно, скачав какой-то промпт на гитхабе, потом его завайп-кодить. И такие сервисы, как видеочаты и все остальное более сложные, они будут доступны абсолютно бесплатно. Инвесторы, пожалуйста, сохраните ваши деньги. Ребята, айтишники, инсайт для вас. Если вы реально хотите создавать крутые бизнеса, посмотрите в мир робототехники. Именно там происходит самая важная революция, потому что AI переходит на физический уровень. Там, где не нужно писать софт, а нужно выполнять какую-то работу уже с помощью роботов, это наше реальное будущее. Поэтому это инсайт, ребят, для вас. Дорогие друзья, это мое сообщение родителям, у кого есть родственники, большие семьи и все остальное. Очень важно, у кого есть важные друзья либо знакомства. Время придумывать криптофразы, криптографические продукты, с которыми вы будете общаться с вашими людьми, чтобы вас не обманули. Когда звонит кто-то, допустим, я звоню своему ребенку, он должен запросить у меня так называемую криптофразу, фразу, которую знает только он и я. Мы с ним договорились об этом заранее. Такого будет появляться все больше, больше и больше. Поэтому найдите время, начните об этом думать. Я также об этом задумываюсь. Продуктов пока таких нет и в принципе не будет. Самая лучшая криптофраза, которая записана у вас на бумаге, и ребенок сможет ее прочитать. Это касается и стариков, это касается, в принципе, всех людей. Когда вы делаете какие-то сообщения для ваших больших комьюнити, это также очень важно. Вас очень легко подменить. Можно подменить ваш голос, можно подменить ваше тело и все остальное, и люди не будут вообще понимать, что это вы. Уже эта проблема на очень серьезном уровне. Это единственный вариант, как вы себя сможете обезопасить. Бегом придумывать криптофразы и защищать свою семью. Дорогие друзья, мой следующий инсайт для тех, кто решил все-таки сделать бизнес и запускать каких-то агентов у себя дома, устанавливать искусственный интеллект у себя дома. Ребят, оборудования уже не хватает, оно стоит очень дорого. Самая большая проблема — это операционная память. Если вы все-таки планируете использовать
это оборудование в будущем. Вам нужно закупаться уже сейчас. Мой инсайт про то, что все оборудование, где вы сможете устанавливать подобные системы, как К2, да, про которую я ранее говорил, агента LLM очень большого от китайского производителя, вам нужны большие гигантские системы вложения, но они также стоят очень дорого. Бегом скупать железо, если вы действительно хотите создавать эти системы и обрабатывать это на долгом количестве времени. Уверен, что в следующем году эти системы будут намного дороже. Ребята, мой следующий инсайт касается моего предыдущего инсайта. Почему люди устанавливают эти системы у себя дома? С начала этого года, 2026, очень много моделей уже подлежат так называемой критике. Они не отвечают на вопросы объективно. В принципе, уже невозможно создать такой промпт, который позволит взломать эти модели, либо что-то еще с ними сделать, чтобы они наконец-то начали отвечать правильно. Поэтому люди устанавливают эти модели у себя дома. Если вы реально хотите какую-то очень объективную информацию, и вам реально нужно что-то, чтобы работало 100%, и завтра вдруг по каким-то причинам тот же самый Google, Claude, OpenAI, Grok перестал бы выдавать эту жизненно важную информацию, вам нужно уже начать работать с локальными моделями, потому что только они могут ответить на все ваши вопросы. Лично я этим точно буду заниматься. Если вам нужны советы, обращайтесь, пожалуйста, в комментариях. Я буду выкладывать все различные туториалы. Но, ребят, самое основное, нужно понимать, что все эти модели, они также небезопасны, и мы об этом будем говорить в моих последующих выпусках. Ну, а этот инсайт для всех, ребят. Если вы еще не пробовали вайб-кодинг, вы должны это сделать немедленно. Попробуйте создать свои приложения, все что угодно, все, что связано с кодом. Вы совершенно не будете понимать, что происходит, наверное, у вас на экране, но в итоге вы получите какой-нибудь очень классный веб-сайт. Совсем скоро все люди будут вайб-кодить. Скорее всего, это будет так называемым образованием и в начальных школах, и в средних школах, что любой человек, написав, в принципе, правильно так называемую инструкцию, техническое задание, сможет создать свое приложение, либо сделать что-то более важное. Я думаю, в будущем мы будем настраивать через вайб-кодинг так называемых роботов. Поэтому, ребят, время пришло, пора всем учиться. Здесь не нужны никакие туториалы, просто приходите в какое-то приложение, которое может вайб-кодить, и начинаете там тренироваться. Более серьезные и очень важные вещи я буду выкладывать позже, ближе к лету. Поэтому подписывайтесь на канал, потому что именно тогда будут выходить уже серьезные продукты, и большое количество людей будет их использовать. И тогда имеет смысл снимать эти ролики. А пока моя лаборатория уже проводит первые тесты, и мы о них скоро, ребята, вам сообщим. Обязательно подписывайтесь, обязательно поставьте лайк, обязательно прокомментируйте. И самое главное, расскажите своим друзьям. Нас уже 400 тысяч, и это благодаря вам мой канал растет. Я выдаю вам самую крутую информацию. Я ваш мозг, я ваш инсайдер.